сколько же видов макарон у этих итальянцев, глаза разбегаются. Одно из чудес света, как выглядит прототип всех современных стадионов. Разглядываем улицы итальянской столицы. Что общего у нее с городами бывшего СССР? Никакой коррупции? Свадебный торт или самый масштабный монумент в Риме? Приветствую, дорогие зрители! Галопом по Италии! В прошлом выпуске мы посетили Помпеи, потом Везувий и хотели добраться до Рима. Но встряли в пробках в Неаполе на целых 2 часа. Потому что все неапольцы, как многие жители крупных городов, решили в пятницу после рабочего дня поехать, видимо, на свои виллы или к морю, поближе, к чистому, куда уж ближе. Но потом, все-таки выбравшись, доехали уже до самого Рима к полуночи. Буквально за 2 часа до этого, забронировав там апартаменты с помощью Booking.com. На следующий день нам предстояло осмотреть достопримечательности с 2 малышами. Много ли можно осмотреть? Особенно если у детей жесткий график, сон-час по расписанию, обеды тоже всегда в определенное время. Ну что-то же мы осмотреть успеем. Утро в Риме. Нам повезло, что мы приехали в Рим в выходные дни. Как в любой столице, все уехали местные, так сказать, на дачи, на курорты. Как и в Москве, улицы относительно пустые, свободные во всяком случае. И парковки в воскресенье в Риме бесплатные. Рим, если посмотреть на карту, очень напоминает Москву. Хотя наоборот, Москва вслед за Римом выстроила такие же кольцевые радиальные линии. Интересно, что все эти дороги и направления заложены еще в Древнем Риме, более 2000 лет назад. Город на 7 холмах. Много позже Константинополь, ныне Стамбул, Киев, Москва будут указывать на свои холмы как на признак величия из-за сходства с древней столицей Римской империи. Стена Древнего Рима, которая ограждала город на протяжении многих веков. Мощнейшее укрепление. Едешь по городу и удивляешься, как много здесь парков и аллей. В древности, в отличие от всех городов-современников, в Риме также значительная часть не была отведена под застройку. Где же нам парковаться, чтобы дойти с детьми до достопримечательностей, чтобы они не устали и еще вернуться обратно? Дорогие родители, лучше с коляской. Очень мало парковочных мест и далеко. Сразу как вышли с парковки в центре Рима, мы в изумлении. Вот уж действительно макаронники. Посмотрите, какие фигурки тут из макарон у них. И 6 видов тут, и каких-то 5 цветочков, и разноцветные, и сиреневые, и фиолетовые, и всякие разные. И тут даже один кусок теста содержит несколько цветов. Посмотрите. В качестве красителей используют томатную пасту, шпинат, свеклу, чернила каракатиц, яйца. Не в состоянии разобраться с этим нестерпимым многообразием форм и цвета макаронных изделий, сами итальянцы в семье устойчиво знают всего около 10 видов любимой пасты. Государством разрешено использовать для производства макаронных изделий внутри страны только муку из твердых сортов пшеницы. На экспорт, пожалуйста, любую. Ежегодно Италия отправляет около 3 миллионов тонн макаронных изделий в разные страны. А вот и Капитолийский холм, важнейшее место в истории Рима. С конца 19 века значительную часть холма занимает впечатляющий монумент Витториано. Вот этот белый вычурный дворец. Вся эта махина посвящена первому королю Объединенной Италии Виктору Эммануилу II. Поднимемся по мраморным лестницам. Здесь вечный огонь и почетный караул. В истории строительства Витториано можно усмотреть сходство и с современными реалиями. В 1880-х годах для его строительства снесли из холма массу древних сооружений. Не просто, наверное, было пролоббировать такой проект. Камень для строительства должны были использовать римский травертин. Но везли аж боттичинский мрамор с родины политика
который и составил закон о строительстве этого дворца. Вид с Капитолийского холма, центра политической жизни Рима, Римской империи на многие века, на 2 тысячелетия. В Древнем Риме на этом холме решались важнейшие политические вопросы. Здесь заседали Сенат и Народное собрание. Сегодня в Риме живет около 3 миллионов человек, а в древности, например, в IV веке нашей эры, население составляло 1 миллион. Современные римляне посмеиваются над Веттериано за архитектурную избыточность и сравнивают с тортом. Но зато какие виды отсюда открываются! И площадь Венеции во всей красе, а внутри дворца интересные экспозиции. Это проекция на черный экран, видеопроекция, где можно увидеть и манускрипт Данте Алигьери «Божественная комедия», и пролистать дневник Леонардо да Винчи. Да Винчи шифровал все свои записи. Почему часть его записей не удается до сих пор? Он шифровал все. Как нам повезло, что сегодня не солнечный день. Дождь, капает дождь. А вот и Колизей знаменитый. Огромное сооружение, построенное на месте дворца Нерона. В нем были и огромный бассейн, куда выплывали даже корабли для зрелищ и сражались. Сложнейшее инженерное сооружение, которое сами римляне считали, что грандиознее, чем пирамиды в Египте. Современники постройки этого здания так писали. В 2007 году народным голосованием Колизей включен в современный список чудес света. Вот он, прототип всех спортивных арен современного мира. А посмотрите, сколько людей у самого Колизея. Видите, толпы какие. Видишь, да? Там вдали, там яблоку негде упасть. В архитектурном плане это эллипс. Современные арены заимствовали организацию входов у Колизея. Их было 80. За 15 минут они могли впустить 50 тысяч человек и также быстро всех выпустить. Фундамент этого сооружения 13 метров шириной, высота 50 метров, а длина полкилометра. Строили Колизей 8 лет. В те времена его так никто не называл, это был амфитеатр. Открытие состоялось в 80-м году. Известно, что в день открытия на арену было выпущено 5000 диких зверей. Само собой, гладиаторские бои были и так далее. Даже битвы кораблей происходили здесь, не зря же его построили на месте озера Нерона. Аудитория была только мужчины. Один из императоров осчастливил слабую половину римского населения, пустил их под самую крышу, туда, откуда рабы обычно стоя наблюдали за представлениями. То, что мы сегодня видим, это лишь 1/3 от объема строительного материала. Все остальное централизованно растаскивали в средние века. Самый печальный период был у Колизея с 14 по 18 века. В его стенах были и производства, и жилые помещения, то он становился крепостью для враждующих правящих кланов, а арена на время даже превращалась в кладбище. Благо, что сейчас все изменилось. Так вот, где все жители Рима, вытесненные туристами из центра. В торговом комплексе на окраине питомцы разных размеров прямо вместе с хозяевами фланируют между рядов одежды в торговых залах. Уже начался сезон распродаж, но никаких громких надписей. Продавец на ухо сообщила мне после примерки, что вторая пара туфель со скидкой 50%. Вот шопинг в Италии, новое платье. Дети, пойдемте. Вот он, ночной Рим. Оставили детей в машине на 3 минуты, чтобы сфотографироваться на Тибре. Нужно бежать уже обратно. Машина тоже припаркована в неположенном месте, потому что найти паркинг оказалось нереальным в центре. В итальянской столице доминирует 5-6-этажная застройка. Самое интересное, что 2000 лет назад в центре Рима высота зданий была примерно такая же. Известно о многоквартирных жилых домах до 30 метров высотой. Это было глобальнее, масштабнее, чем многие современные европейские города. Одним словом, столица империи. Дома в Древнем Риме многоквартирные тоже вследствие
того, что земля была очень дорогая и старались использовать каждый клочок, дома строились очень близко друг к другу, из-за чего были обрушения с нарушением технологий, пожары часто случались, огонь перекидывался с одного дома на другой, пожарные машины поехали. Инсулы, как бы назвали их в Древнем Риме. Так живут обычные римляне. Вид во двор жилого дома. Очень приятно наблюдать зеленые балконы местных жителей. Настолько много растительности в Риме. Весь Рим зеленый, в деревьях, аллеи зеленые. Очень красиво. И каждый балкончик жители пытаются озеленить. В целом, ощущение от Рима, как от встречи с давним другом. Задаемся вопросом «почему?» и понимаем, что главные улицы многих городов в советский период построены в этом же стиле. Отсюда, из Древнего Рима, заимствован ампир, что значит империя. Итальянцы гордятся своим прошлым, что видно по отношению к археологическим памятникам. Но новое неизбежно заслоняет любое прошлое. Конечно, хотелось и пройтись по музеям, и посмотреть творения Микеланджело. Ну и вообще много чего есть в Риме посмотреть. Мне так особенно Древний Рим интересно посмотреть. Но что успели, что называется. На дорогу назад в Черногорию у нас ушло 2 дня. По суше добирались. Нас ждут новые страны, новые впечатления. Ну и, конечно, нас ждут ваши лайки, ваши комментарии, подписки. На этом наш сериал «Галопом по Италии» закончился. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго!